В этом ролике вы узнаете о самых необычных племенах, обычаи которых покажутся вам очень странными, а в некоторых случаях ужасающими. Удивительное племя Пираха. Первое племя, о котором я расскажу, затаилось в лесах Амазонки в Бразилии. И вот вам несколько удивительных фактов о членах этого племени. Они практически не спят. У них нет цифр, самых базовых норм вежливости и много чего другого, к чему мы все так привыкли. Но обо всем по порядку. Племя Пираха. Настоящий парадокс среди народов мира. Начнем с главного. У них нет чисел. Совсем. В то время как даже самые примитивные языки содержат хотя бы слова для 1 и 2, у Пираха ничего подобного нет. Они пользуются лишь размытыми понятиями. Несколько и много. 2 рыбы. Несколько. 10 рыб. Много. А если рыба одна, ну тогда это просто рыба. Попробуйте объяснить Пираха, зачем вообще нужно считать. Для них это такая же странность, как для нас разбираться в тонкостях собственного языка. В племени живет около 300 человек, и это, по их мнению, много. А то, что на планете уже больше 7 миллиардов людей, это тоже просто много. Вас много, нас много, и это замечательно. Именно так скажет представитель племени Пираха. У племени довольно специфическое отношение ко сну. Они верят, что каждый раз, просыпаясь, человек становится немного другим. Ведь он растет, стареет, меняется, а значит, в этом виноват сон. Поэтому спать стараются как можно меньше. У них нет ни режима дня, ни привычки укладываться с закатом солнца. Короткие перерывы на сон по 15-20 минут. И можно дальше заниматься своими делами. Лежать не обязательно, можно просто прислониться к дереву. Но самое интересное, с каждым новым этапом жизни Пираха берут себе новое имя. В среднем за жизнь они меняют его 7-8 раз. Имя сразу показывает возраст человека. Подросток это, взрослый мужчина или старец. Чувство вины, обиды и стыда тоже чужды этому племени. Если кто-то уронил пойманную рыбу в воду, значит не будет ужина. Рыба уплыла, ну и ладно. Ребенок упал и сломал ногу, потому что его толкнули. Значит, нужно лечить ногу, а не искать виноватых. Миссионер Дэн Эверетт, долго живший среди Пираха, боялся, что их культура быстро исчезнет, стоит только миру узнать о них. Но время показало обратное. Это племя остается верным себе, не поддаваясь чужому влиянию. Племя Караваи в Папуа-Новой Гвинее. Представьте, что вы живете на дереве. Не в уютном домике на ветвях, а в настоящей хижине, расположенной на высоте примерно 160 футов над землей. Вы живете так не ради забавы, а потому что верите. Чем выше, тем безопаснее. Злые духи не умеют лазать по деревьям, да и дикие звери туда не доберутся. Знакомьтесь, это племя Караваи, одно из самых изолированных сообществ на планете. Еще совсем недавно они даже не догадывались, что помимо их народа на земле существуют другие люди. И тех, кто осмеливался ступить на их территорию, постигала не самая приятная участь. Чужаков убивали и вполне могли съесть. Свое жилье Караваи строят на деревьях баньяна на высоте от 30 до 160 футов над землей. В каждом доме есть отдельные очаги. Один для мужчин, другой для женщин и детей. А если в семье несколько жен, значит и очагов тоже будет несколько. Питаются эти люди крайне скромно. Мука из стволов сагового дерева, иногда дичь. А главным лакомством считаются жирные личинки насекомых, ведь это единственный источник белка. Вся охота ведется с луками и копьями. Ножи делают из костей животных. Средняя продолжительность жизни в племени коровы всего 30 лет. Мужчины живут даже меньше. Возможно, всему виной их привычка постоянно курить. Здесь дымят буквально все, даже дети с 5 лет. А что насчет одежды? Ее здесь просто нет. Максимум какие-нибудь украшения. Женщины изредка надевают набедренные повязки, а вот мужчины предпочитают специальные футляры для сокрытия своего достоинства. Кстати, у настоящего мачо Караваи таких футляров 2. Повседневный и парадный. Такова жизнь в племени коровы. Странная, жестокая, но удивительно самобытная. Секта Акхори. В самом сердце Индии, на берегах священной реки Ганг, живут люди, чьи обычаи способны шокировать даже самых искушенных путешественников. Они ходят голыми, живут на кладбищах, мажут себя пеплом умерших и используют человеческие черепа как чаши. Их называют Ахори. Название секты переводится как «не знающие страха». И это неудивительно. Эти аскеты считают, что ничто в мире не является ни плохим, ни хорошим. Гниющий труп, грязь, смерть – все это лишь проявление единого божественного порядка. Акхори отвергают все, что считается нормальным, едят разлагающуюся плоть, пьют мочу, пренебрегают гигиеной и могут справлять нужду прямо на улице. Для них это путь к духовному освобождению. В отличие от большинства индуистов, Акхори не поклоняются множеству богов. Их единственный объект почитания – Шива, бог разрушения. Они подражают ему во всем, даже в образе жизни. Поэтому уходят от общества, живут в суровых условиях, отказываются от семьи и всех
всех мирских радостей. И главная практика – разрушение предрассудков. Чтобы доказать себе, что ничто не отвратительно, Акхори осознанно взаимодействуют с самым мерзким, что есть в этом мире. Они медитируют среди костров, где сжигают покойников, и даже могут употреблять в пищу плоть мертвых. Но при этом они никогда не убивают. Их трофеи достаются им с кремационных площадок. На многих снимках можно увидеть Акхори с черепами. И это не просто сувениры. Эти черепа становятся их посудой, их алтарями, их священными предметами. Они пьют из них воду, используют как подставки или сиденья. Хотите увидеть Акхори своими глазами? Тогда вам Варанаси, древний город, который называют городом мертвых. Здесь, на берегах Ганга, они совершают свои ритуалы. Но вопреки всему, они не враждебны. Их главная цель — познать мир без иллюзий. Просто их путь к просветлению не для слабонервных. Племя Баджао. Представьте себе жизнь, где вместо дома лодка, вместо улиц бескрайний океан, а вместо походов в магазин ежедневное погружение за добычей. Это реальность народа Баджао, который называют морскими цыганами. Они веками кочуют между Филиппинами, Индонезией и Малайзией, практически не покидая воды. Но не думайте, что они вообще не ступают на сушу. Конечно же, они знают, что там есть люди, дома, рынки, но их вполне устраивает жизнь на воде. Живут они в лодках, которые называют лепа-лепа. В одной такой лодке может ютиться сразу несколько семей. Те, кто побогаче, строят дома на сваях прямо в море. Кухня у Баджао без малого на 100% морская. Рыба и морепродукты у них на столе каждый день. Остальное — соль, мука, специи — привозят с суши. Питьевую воду покупают и хранят в специальных емкостях. А чтобы все это добыть, Баджао занимаются рыболовством. Причем вся семья, и стар, и млад. Пойманную рыбу продают на берегу, обменивая на нужные вещи. Но вот что удивительно, они могут задерживать дыхание под водой на 10, а то и 12 минут. Даже самые тренированные дайверы такими способностями не обладают. Как же им это удается? Ответ на этот вопрос нашли ученые. Во время медицинского обследования выяснилось, у всех Баджао увеличена селезенка. Это своеобразный природный кислородный баллон. Во время ныряния селезенка выбрасывает в кровь запасенные эритроциты, позволяя дольше оставаться под водой. А вот слух у них, наоборот, ухудшен. Причина в постоянных погружениях. Некоторые представители племени могут нырять на глубину до 100 футов. При таких нагрузках барабанные перепонки со временем повреждаются. Баджао — уникальный народ, живущий на стыке двух миров — воды и суши. Их жизнь сложна, но удивительна. Возможно, они последние настоящие морские кочевники на нашей планете. Племя Масаи в Кении. Африка – континент загадок, и одна из самых удивительных – это народ Масаи. Их можно встретить в Кении и Танзании. Они наполовину кочевники. Пасут скот, строят небольшие деревни и почти не контактируют с внешним миром. Их образ жизни – это вызов современности. Даже одежда Масаи выглядит так, будто сошла со страниц учебника по этнографии. Яркие туники, чаще всего красные и черные. Раньше их делали из шкур животных, но теперь используют ткани. Но самое удивительное – их ритуалы. Например, мальчики проходят жестокий обряд инициации. В 16 лет им делают обрезание без наркоза, а затем отправляют в саванну. 3 месяца в одиночестве с небольшим стадом. И только после этого подросток становится мужчиной. Женщинам тоже не сладко. Многим выбивают передние зубы. Считается, что когда-то это спасало их от работорговцев. Обезображенных девушек ценили меньше. А вот огромные серьги в растянутых мочках ушей, напротив, признак красоты. И у мужчин, и у женщин. Основной источник пищи – домашний скот. Но убивают животных редко. Вместо этого масаи пьют их кровь. Делают небольшой надрез, сцеживают кровь, а потом заживляют рану. Это и еда, и лекарства, и важный элемент ритуалов. Впрочем, время вносит свои коррективы. Еще пару десятилетий назад масаи ходили босиком. Теперь же даже самые консервативные из них носят сандалии из автомобильных покрышек. Сегодня масаи — это около 1 миллиона человек. Это немало, но их становится меньше. Причина проста – низкий уровень медицины. Детская смертность настолько высока, что младенцам даже не дают имена, пока им не исполнится 3 месяца. А еще один враг племени – крошечное, но смертельно опасное существо – муха ЦЦ. Именно она переносит сонную болезнь, которая год за годом уносит жизни масаи. Но, несмотря на все трудности, этот народ продолжает жить по своим правилам. Они – настоящие хранители древних традиций. Люди, для которых время остановилось. Племя Боди. В мире, где большинство людей пытается избавиться от лишнего веса, есть место, где все полностью наоборот.
В африканском племени Боди мужчины соревнуются в том, кто вырастет самый огромный живот. Да-да, чем ты толще, тем более ты уважаем. Каждый год летом в этом эфиопском племени проходит настоящий праздник – соревнования толстяков. Участвовать могут только молодые и неженатые мужчины. Подготовка к празднику – настоящее испытание. Несколько месяцев мужчины сидят в хижинах и питаются исключительно жирным молоком и кровью коров. Никакой твердой еды, никаких физических нагрузок. Их задача – набрать максимальный вес. В день соревнования участники разрисовывают себя, надевают традиционные украшения и выходят к зрителям. Правда, передвигаться им уже непросто. Живот мешает, дыхание сбивается. Но оно того стоит. Самого толстого награждают почетным титулом героя племени. А главное, он становится самым завидным женихом. Но жизнь Боди – это не только про животы. Племя делится на 15 кланов, каждый из которых возглавляет старейшина. А во главе всего племени – вождь Камаро. Перед смертью он выбирает себе преемника, и власть передается по строгому ритуалу. Интересный факт. В этом племени популярно украшение тела шрамами. Женщины верят, что чем больше узоров на их коже, тем они привлекательнее. Все делают вручную, без анестезии и без стерильных инструментов. Просто нож или заточенная палка и вперед. А если кто-то пока не готов к таким испытаниям, можно просто нарисовать узор на теле. Сейчас племя насчитывает около 7 тысяч человек. Их жизнь напрямую зависит от количества скота и богатства пастбищ. Но цивилизация все-таки вносит коррективы в быт племени. Эфиопские власти строят плотины, государственные или частные компании застраивают земли, а боди вынуждены покидать родные места. Кто-то уходит добровольно, а кто-то борется, пытаясь сохранить древний образ жизни. Племя острова Сентинел. Мир огромен. В нем есть места, куда современная цивилизация так и не добралась. Но один остров выделяется даже среди самых неизведанных уголков планеты. Северный Сентинел – единственное место на Земле, где люди до сих пор живут, словно в каменном веке. Они не знают письменности, не пользуются металлом и не хотят ничего слышать о внешнем мире. Более того, любое приближение чужаков они встречают стрелами и копьями. Сентинельцы изолированы от человечества уже 30 тысяч лет. Они не говорят ни на одном известном языке и даже не подозревают о существовании большинства современных технологий. Первые упоминания об этом племени появились в 1771, когда британские моряки заметили на острове отблески костров. Но дальше этого дела не пошло. Высаживаться никто не решился. Первые попытки наладить контакт с сентинельцами начались только в 19 веке. Но всякий раз, когда к острову приближались исследователи или путешественники, их встречали вооруженные аборигены. Правда, однажды, в 1991 году, ученым все же удалось установить краткий мирный контакт. Они оставили на берегу подарки, кокосы свиней и пластиковые ведра. Реакция племени была, мягко говоря, странной. Фрукты они съели, но их семена не посадили. Свиней убили, но есть не стали, просто закопали. А вот металлические предметы и яркие красные ведра им понравились. Зато зеленые ведра аборигены тут же выбросили. Почему? Никто не знает. Их жизнь максимально проста. Небольшие поселения, крытые листьями хижины без стен, набедренные повязки вместо одежды. Но стоит чужаку приблизиться к острову, и это становится смертельно опасной ошибкой. В 2006-м двое индийских рыбаков случайно оказались у берегов Сентинела. Они не вернулись. Их лодку нашли на пляже, а тела аборигены закопали в песке. Позже к острову отправился вертолет, чтобы забрать останки погибших, но его обстреляли копьями и стрелами. А в 2018-м произошла еще более громкая история. 26-летний американец Джон Аллен Чао решил во что бы то ни стало обратить сентинельцев в христианство. Он сделал прививки, чтобы случайно не заразить аборигенов, и нанял рыбаков, которые тайком отвезли его к острову. Первая попытка контакта закончилась предупреждающим обстрелом. Но Чао решил вернуться. Во второй раз он не ушел с острова живым. Сентинельцы утащили его тело вглубь острова, и с тех пор никто его больше не видел. После этого случая индийское правительство окончательно запретило любые визиты на Северный Сентинел. Вокруг острова установлена охраняемая зона в радиусе 5 миль, куда нельзя заходить ни рыбакам, ни туристам. Сегодня сентинельцы остаются одним из самых загадочных народов планеты. Они живут так, как жили тысячи лет назад, и, похоже, в их мире для нас просто нет места. Ну а на этом у меня все, дорогие зрители. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний ролик. Если мои ожидания оправданы, поставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста. Это поможет каналу делать еще больше качественного контента.